В этом видеоуроке расскажу, как выразить свое мнение, opinion, а также как реагировать на предложение, propuesta. И вы будете звучать очень по-испански. Обязательно досмотри это видео до конца. Estar de acuerdo en que. Если вы используете estar de acuerdo en que в утвердительной форме, без отрицательной частицы обязательно будет indicativo. Ну, например, Estoy de acuerdo en que tienes razón. Я согласен, что ты прав. Estamos de acuerdo en que el español es difícil. Мы согласны, что испанский поначалу сложный. Но если вы будете использовать no estar de acuerdo en que, у вас уже будет subjuntivo, но отрицательная частица, то есть но, вы отрицаете. No estoy de acuerdo en que tengas razón. Я не согласен, что ты прав. No estoy de acuerdo en que tengas razón. No estamos de acuerdo en que sea una buena idea. Мы не согласны, что это хорошая идея. Обязательно поставь лайк, если это видео было полезно, и напиши комментарий, а также выполни задание под этим видео. И запомни, индикативу я согласен, субхунтиву я не согласен. В этом слайде я хочу вам показать, что есть глаголы и конструкции, они в принципе одного типа, как estar de acuerdo. Ну, например, yo también veo que, encuentro que, a mí también me parece. Ну, давайте посмотрим конкретно на примерах. Yo también veo que tienes razón. Я тоже вижу, что ты прав. Encuentro que este método funciona. Я считаю, что этот метод работает. A mí también me parece que es una buena idea. Мне тоже кажется, что это хорошая идея. Напоминаю, что отрицательная форма, чтобы выразить свое мнение, opinion, обязательно мы используем глаголы subjuntivo. No veo que tengas razón. Я не вижу, что ты прав. No encuentro que sea correcto. Я не считаю, что это правильно. No me parece que sea una buena idea. A mí tampoco me parece que Marta tenga razón. И здесь маленькая ремарочка для тех, кто не смотрел мое видео на канале, чем отличается también от tampoco. Обязательно посмотрите. Здесь у вас может быть ошибка. Me parece que – это конструкция мнения. Но у нас есть отрицание. Tampoco – это отрицание, тоже нет. Полноценное по смыслу с отрицательной частицей но. A mí tampoco me parece que Marta tenga razón. И здесь как раз таки глагол tener, он subjuntivo. A mí también me parece que Marta tiene razón. А здесь вот у нас все в индикативу. Ante una propuesta. Реакция на предложение. Здесь мы уже не свое мнение высказываем, opinion, а соглашаемся на какое-то предложение. Например, вам на работе там график работы поменяли. И следующая будет формула estar de acuerdo en плюс infinitivo. И без разницы, отрицательная или неотрицательная. Например, yo estoy de acuerdo en cambiar el horario. Я согласен поменять расписание. Yo no estoy de acuerdo en cambiar el horario. Я не согласен менять расписание. И здесь это обобщенное понятие, неважно, о ком идет речь, и поэтому инфинитиву. В этой формуле почему здесь субхунтиву и неважно, утвердительное или отрицательное, как в предыдущем уроке про выражение своего мнения. Потому что, когда мы говорим estar de acuerdo en que, и у нас уже появляется лицо, мы говорим, чтобы кто-то что-то сделал. И тут другой уже механизм. Estoy de acuerdo en que cambiemos el horario. Я согласен, чтобы мы поменяли расписание. И тут уже есть лицо. Я согласен, чтобы мы поменяли я и мы. Тогда subjuntivo. Либо no estoy de acuerdo en que cambiemos el horario. Я не согласен, чтобы мы меняли расписание. И суть в том, что здесь subjuntivo, потому что есть субъект, мы. Это не факт, и это предложение, рекомендация, волеизъявление. То есть вы просите кого-то поменять вам там график работы. Поэтому в данном случае в propuesto у нас subjuntivo. Вывод следующий. Estar de acuerdo en que. Если мы выражаем свое мнение,
прежде чем выразить «я согласен» или «не согласен», и прежде чем использовать индикатив или субхунтиву, нужно понять, что выражает конструкция estar de acuerdo en que, или согласие, или несогласие. А в propuesto это уже волеизъявление, estar de acuerdo, то есть это уже какая-то просьба, а не выразитель мнения. Вот эта тема, если вам понятно, напишите в комментариях, и буду благодарна за лайк для того, чтобы продвигать мои ролики на YouTube.